66. Ой-ой-ой, как не вовремя. У меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Thank you. Это же покер-матч. И здесь победитель получает все. Ха! А вот и фулл хаус от Настюшки. Другое дело. Пойдемте, дорогие наши. Всем привет! Это... Куда ты? Мы еще не пришли. Ты сказала пару шажочков. Пару шажочков, вот, пришли. Давай. Всем привет! Это Орел и Решка перезагрузка. И вы прилетели в Варанаси. Так? Димас. Не, ну хорошо, вы же подвинулись, очень смешно, очень смешно. Надо было продолжать, блин. Ты нервничаешь, начинаешь там... Настя подвинулась, круто. не убегает. Я же говорю, встань к линии, стой. Так я встал к линии. Это необычный выпуск «Орла и решки». Время для рыцарских танцев. Я уничтожаю морально, не физически. Это спецпроект «Орел и решка неизданное». Мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Я придумал переход. Какой? Все, что осталось за кадром. Это не Орел и Решка перезагрузка, это какой-то Настя, Олег и Настя. Гришка передозировка. Все, что было вырезано цензурой. Саня, ты только туда не снимай. Настя еще со мной разговаривать не будет. Мы покажем вам 45 минут чистого эксклюзива. Дима, можно попить? Дим, дай попить. Дим, попить. Еще больше историй, еще больше «Орла и решки». Я буду жениться. На берег. Лежи. Не, Настя, ну сейчас реально, как бы из-за тебя. Именно ты как бы заложил. И вправо. Стратил он просто. Всем, короче. Ой, я подмыкалась. Упс, я понял. Я понял. «Орел и решка» — известная программа о путешествиях. 2 года назад мы решили перезагрузить самые интересные места нашей планеты. 80 уикендов мы заново открывали любимые города и страны и увидели, как они изменились. В этом неизданном мы подведем итоги нашего эпичного путешествия. Посмеемся, поплачем, Такое уникальное путешествие длиной в 2 года. попоем, Мадагаскар! потанцуем, но недолго. В общем, вспомним все самое-самое. Incredible. Жарище, на самом деле, я не думал, что будет так именно, что... Ни одного симпатичного мужчины на В горизонте. смысле? Ты чего? Давай работай. Доброе утро, друзья! Это Орел и Решка перезагрузка, и мы с вами на Шри-Ланке. Однажды Орел... Вот это крупный план. Смотрим только сюда. Ровно 80 выпусков назад, 10 января в 8 утра по южноазиатскому времени, молодые и неопытные ведущие Настя Ивлеева и Антон Птушкин записали первую подводку в аэропорту Шри-Ланки. Орел. То есть ты доминируешь? Доминируй. Решка. Ты должен сказать орел, я должен Так ты сказать... должен достать монету. Ладно, доминируй. Решка. Решка. Антон, просто доминируй, пожалуйста, сейчас. Орел. Ну, Решка. Карточку нужно убрать. Куда ты пошел? Да, в эфире первой была программа о Гонконге. Задрот! Аристократ. Но мало кто знает, что на самом деле первой снимали Шри-Ланку. Не напрягайся, все нормально. Просто ведущие были настолько неуверенными, Давайте еще раз. Давайте еще раз. Еще раз что нормально смогли сказать только одну фразу. Доброе утро, друзья! Это Орел и Решка перезагрузка, и мы с вами на Шри-Ланке. Орел.
Поэтому мы решили поменять программы местами. Но даже несмотря на наш хитрый ход, зрители наотрез отказались принимать новых ведущих. После шквала критики и негативных комментариев продюсеры всерьез хотели закрыть перезагрузку. Верните Регину Лесю, пожалуйста. Но команда «Орла и решки» не сдавалась. Мы взяли стамеску, рубанки и начали вытачивать из наших ведущих произведения телевизионного искусства, а попросту звезд. Теперь у них есть все. Поклонники по всему миру. Популярные YouTube-каналы. Миллионы подписчиков. И миллионы просмотров. Встречи с фанами. Свои шоу. 15 операторов, 20 камер. Я в шоке. Ивлеева. Собственные студии. Это моя студия. Теперь здесь я работаю. Их приглашают на известные программы. Сколько у тебя сантиметров? И им предлагают роли в кино. Ну все, птенчики, летите. Кто там у нас следующий? Талант? Мы перезагрузили 80 городов. Олег, я тебя умоляю, пожалуйста, боже, он же сейчас запутается в ногах. Конечно, за это время с нами произошло много невероятно важных событий. Выиграли! Пошли. Антон Птушкин постарел на 2 года. К Насте на съемки в Ереван приехал парень. Продюсер Давид подстриг бороду. Не надо было. Оператор Саша наспор съел ложку васаби. 3, 4. Ой, пошло. Настя уснула в бассейне. Мы пропустили рейс на Маврикий. Не, мы успели. Самолет что-то раньше времени полетел. Да. Застряли на острове посреди моря. Да стопудово сейчас что-нибудь найдем. Лодки! Потерялись в пустыне. Я серьезно хотел съесть Евсея, но не потому, что голодный. Уже начали делить его конечности. Съели одного осьминога. Маленький нюк. За перезагрузку мы потеряли 2 камеры GoPro. Сломали квадрокоптер об руку режиссера. Он вылазил у меня из рук прям. Куча на нем раны. Маленькие ранки. Все, новое погоняло. Дима, руки лопасть. Поставили огромный синяк на попу Насти. Отметили все свои дни рождения в поездках. Олежка, что случилось? Испортили скатерть в отеле. Простите, он просто еще и написал. Разбили 3 машины. Тихо, тихо, тихо! Стоять, стоять! Все хорошо. Слава богу, все целые, но машина пострадала серьезно. Давайте, помогу. Увидели золотой унитаз. Еду за эти деньги. Короче. Научились разбираться в еде. Эта рыба больше, чем 15 сантиметров. И спрятали 80 бутылок со $100. Получилось. Так что перезагрузку смело можно отнести к самым эпичным сезонам «Орла и решки». Орел и решка! Да! Все, попили мои кровушки. Под каток перезагрузки попали не только города, но и наши ведущие. После выпуска об Анталии шоу покинул Антон Птушкин. Все правда. Я больше не ведущий «Орла и решки». На самом деле ничего трагичного не случилось. Придет какой-то ураганный чувак, который с первого взгляда вам понравится. Привет!
Настя Ивлеева, Орел и Решка, я знаю. Как тебя зовут-то хоть? Меня зовут Евсей Ковалев. Как вы уже поняли, этим ураганным чуваком стал Евсей Ковалев. Короче, Енисей. Одиссей. Енисей. Да все Елисей или Енисей знает. На самом деле, до Решки Евсей уже был опытным путешественником. В общем, я в Норвегии. Это ж водопад. Настоящая хлебичья нора. Я нахожусь на вершине Хорнета. Мы на него посмотрели и решили: хорошие сапоги, надо брать. Через какое-то время выяснилось, что у Евсея есть свои слабые места. Смешно признаваться, но я не умею плавать. Ребят, ну я же на морской сезон устраивался, откуда я знал? Чего мы только не делали. Мы заставляли его прыгать с крана. Ребят, да снимите меня отсюда! Что за прикол? Я плаваю. А где выплывать? Отправляли на обучение к китайцам. Плыви, как лягушка. Мы водили его к бабке-целительнице. Воды боюсь. Даже устроили встречу со стихией 1 на 1. Но она была неумолима. В итоге мы просто нашли для Евсея идеальное море. Евсей! Назад! Стой! Но неумение плавать — это еще полбеды. Уже во втором городе нам открылся еще один глюк нового ведущего. А что ты меняешь руку постоянно? Ну как, беру, режу. И кушаю, и нормально. Да. Но если меня надо зачерпнуть, я делаю вот так. Чего вы смеетесь? Это отвратительно. В общем, как выяснилось, Евсей с этикетом на «вы». Но вот эти вот все ваши... Вот так вот локоть поднял в небеса, куда-то что-то сделал. Зачем локоть поднимать? Так, а как по-другому? Ну, то есть, Локти должны быть вот тут всегда. или, то есть вот я... то есть я прижимаю локоть, и я такой тираннозавр Рекс. Но главной слабостью Евсея оказалась работа с первого дубля. Та-дам! Excuse me! Пардон. Ну что? Ничего. В казино я поиграл. На трассе Формуля... Ну, во-первых, от молока... Да почему от молока? Надо меньше пить молока. Насколько я знаю, индусы кладут такое количество острых специй. Острых перцев. Чтобы дезинфицировать Как дезинфицировать желудок, что я несу? Насколько я знаю, у меня сопля. Очень плохо. Ну, а для тех, у кого в кармане нет золотой яхты. А сейчас время для настоящего волшебства. В этом номере останавливался самый богатый человек на Земле. Джефф Безос. Ну, то есть бывший самый богатый. Потому что сейчас золотая карта и салфетка у меня. Жуй. Брось себе что-то в рот. Подожди, у меня слезы текут реально. Что-то в глаз попало. Я, кажется, съел мошку. Оса. Нет, это мука. Дублик. Дубль номер 3, 4, по-моему. Неважно. Благодарим. И уйдем. Хорошо. Но шло время, и мы поняли, что в юном тельце Евсея живет не только человек-тестостерон, Вы неправильно надели трусики. человек-ловкость и человек-мачо. Евсей еще и по-настоящему крутой экстремал. Это просто офигенно. Он объездил на доске барханы Монголии, отшлифовал дюны Сахары, укротил искусственную волну в Ереване и подчинил себе ветер в Тунисе. А еще Евсей готов работать на износ. Мам, смотри, целое ведро собрал. В общем, такой ведущий, что тушите свет. Стойте, а как же Настя приняла нового ведущего? Поедешь домой. Я куплю сама тебе билеты. Евсей!
Кавалерьевич Ковалевский, бездарный, но подающий надежды, посвящаю тебя, рыцари ордена Золотой Карты. Давай же. Собака и то умнее, чем ты. Наберут по объявлению. И всейка дуралейка. Он только улыбается и делает так. Ну, смотри, ты... Мне это не нравится. Слушай, ты серьезно говоришь, чтобы монетка постоянно выпадала реже? Бог терпел и нам велел Евсей. Это девиз нашей команды, когда ты к нам пришел. Но Евсей не обижается. Он и сам все о себе знает. Посмотри, сколько отличий у меня и у этого дерева. Знаешь правильный ответ? Да. Как же много в моей жизни стало путешествий. Все вокруг новое и удивительное. Но со мной всегда покер-матч, а значит, есть друзья и соперники, с которыми в любой момент можно сыграть. Просто заходишь в покер-рум, и ты в игре. Чек. А вот и ставочка подъехала. Неплохо. Еще раз хочу напомнить всем, эта женщина, 3-е место в списке, Максим, как самая красивая женщина России. Я за тебя голосовал. Вместе со странами и городами мы перезагружали стиль наших ведущих. Где мой шортоносец? Колется. Антон быстро нашел свою фишку. Для каждого города он придумывал уникальную футболку. Привет, Никарагуа! Буэнос-Диас, Буэнос-Айрес! Сан-Диего! Тушкин, твоя фишка с футболкой сработала. А вот что мы не смогли перезагрузить, так это стиль Насти. Но давайте не забывать тот факт, что я все-таки королева. В первых программах Настя одевалась как дворовая девчонка. Честно говоря, я чувствую себя каким-то бомжом. Я люблю семечки. Непальские семечки. Люблю пивасик. Потом мы попросили ее добавить немного эротики. Старания Насти превзошли все ожидания. Вуаля. Антон, я готовилась. Та-да! Wow, very nice. И перезагрузка почти произошла. Но съемки решки — это не показ мод. Мой уикенд только начался, но я уже с уверенностью могу сказать, что этот комбинезон дальше со мной не летит. А почему? Потому что он уже мокрый насквозь, уже немножко попахивает, знаете ли, специями, там, потом. В общем, хочется его, просто сжечь. Когда ты 2 дня лазишь по жаре в одном и том же, Мощнейшая! шастаешь по городу под дождем, Это не волосы, это просто мочалка бабушки Агафьи 1948 года. или летаешь на параплане, Мне нравится заниматься активными видами спорта в платье. леди оставаться тяжело. Кстати, вот вещи съемочные, которые у меня здесь были, они выглядят сейчас как жеваное ***о. Такое ощущение, что 10 бомжей их протерло вековыми скитаниями по городам и селам. Ничего дорогого, фешенебельного мы с собой не берем обычно на съемки, потому что, как правило, всему этому приходит очень скоротечный вот, что приходится вещи оставлять здесь. Поэтому Настя решила выбрать для себя стиль, который вы в комментариях прозвали бомж-стайл. А мы решили назвать его удобный casual. Давай, можем? Сейчас я пью. Чисто. Зерновые дела. Вот тут, там, здесь. Все мои пацаны. Смотри, сейчас сексом запахнет в этой машине. Хотите? Чувствуете уже эти ароматы? Огонь вообще. Гиперсекс. Держите себя в руках, Алексей. Серьезно? И что ты сделала? Слушай, это настоящий херокол получился. Ты знаешь, я вчера...
Ой, извини, пожалуйста, я тебе позже наберу, у меня съемка началась. Ну что, Лежа, ну мои друзья тоже играют в покер на покер-матч. Вот решила позвонить, узнать, как у них успехи. Ну ладно, идем снимать, я им вечером наберу. Ну вот я и приехала в столицу Туниса. Тунис. Мой будущий сын Денис. Давайте еще раз. Редис. Редис. Сел на карниз. Когда мы ехали перезагружать Тунис, то думали, что кроме отелей формата All Inclusive больше ничего здесь не увидим. Но в Тунисе с нами произошло столько интересного, что за один выпуск и не расскажешь. Мы посетили руины великого древнего города Карфагена. Приняли участие в потасовке водителей местных маршруток. Релакс, take it easy. Мы заехали в деревню к берберам, коренным жителям Северной Африки, которые до сих пор живут в пещерах. I don't know, you really dig this with the iron thing? Yes. И даже это еще не все. По уличной еде Туниса можно сделать отдельный выпуск «Орла и решки». Ну вот смотрите, опять что-то новенькое. Это кактусы опунции, точнее ее плоды. Can I try? For me. Кактус. Слушайте, ну я, конечно, знала, что кактусы, это, наверное, хорошо, их поливать не надо часто, но то, что их можно есть... Плод кактуса надо почистить, потому что его кожура вся в мелких, противных, как стекловато-колючках. Нечто невероятное. Еще причем, посмотрите, какого дождя, да, нам всем не хватало. Какого цвета он внутри, очень красивого. Обожаю Африку. Погода просто топчик. Короче, ребят, пробую кактус. Выглядит реально очень красиво. Слушайте, это вкусно. Единственное неудобство – в кактусе полно маленьких твердых косточек, будто в него стрельнули дробью. Местные едят и косточки, но я – нет. По вкусу напоминает грушу. Грушу, такую прям спелую, сильно-сильно созревшую, знаете, которая как кашица прям тает во рту. Прикольно. Если у тебя есть золотая карта, то в Тунисе можно сделать отдельную программу об экстремальных развлечениях. Джерба – это идеальное место для кайтсерфинга. Здесь для этого есть все условия. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Евсей Безлимит остался в отеле. В дело вступает Евсей Одиссей. Что нужно для кайтсерфинга? Мелкое море, ветер, доска, ну и сам кайт. Ну и я. Ладно, шучу, еще ассистент. Усэм? Hello? How are you, friend? I'm fine. Кайтсерфинг – это когда ты привязываешься к огромному воздушному змею, и он, как парусник, тянет тебя по волнам с невероятной скоростью. Ну все, держись, морская гладь. Дальше все просто. Ассистент натягивает кайт по ветру и отпускает воздушного змея. Теперь осталось только встать на борт, и можно кататься. Yes. The power? No. Спустя 1,5 часа в воде свершилось чудо. И я поехал. Поплыл. То есть полетел!
ребят, не каждый богатый турист вместо коктейльчика на пляже выберет зависание на 1,5 часа в холодной воде под крылом. Ну и все Одиссеи в деле, и вы сами все видели. За что опять? Отстань! Отстань! Современный человек 4-ю часть жизни проводит во сне. А команда «Орла и Решки» 4-ю часть жизни проводит в аэропортах и самолетах. За время съемок команда перезагрузки побывала в 156 аэропортах мира. Дядя Саша, контора доставок. Вообще, наверное, когда-нибудь я выпущу книгу «Жизнь в аэропорту». Прилетели в Лиму, сейчас нас ждет выход из аэропорта, потом снова заход, чекин и так далее, и 7 часов ожидания рейса. Какие веселые каникулы. Друзья, мы летели сюда 18 часов. 18. Это полный трэш. Очередной самолет, очередной перелет, очередной переезд. Мы прилетели в последний, крайний, финальный, называйте его как хотите, город командировки, которая началась 2,5 месяца назад. И если для обычного человека аэропорт – это место прилета, вылета или пересадки, то для команды перезагрузки это целая жизнь. И вот так вот постоянно аэропорты, вот эти вот корзинки, шмот, проходы, переходы, чекины, пароходы. Аэропорт – это и ночлежка. Особенно круто — это кровати, да? В которых ты можешь просто лечь, ну реально кайфануть перед самолетом. Вот, например, кровать. Аэропорт – это столовая. Как мне удается оставаться в такой идеальной, потрясающей форме. Друзья, рецепт прост. Пицца, пиво, друзья, ну и обстоятельства, скажем так. Аэропорт – это торговый центр. Олежа, а что ты сюда пришел? Ну правильно пришел. Пока, все, да, я только хотел сказать. Аэропорт – это место для общения. Аэропорт – это место для приключений. Сняла паспортный, точнее не паспортное какое-то, security чек, который нельзя снимать. Нас не досмотрели. А они сделали большую глупость, потому что у нас с собой 3 коптера, которые запрещены для ввоза в Перу. Аэропорт – это концертная площадка. Началось все. Аэропорт – это гримерка. Настя, скажи мне, пожалуйста, как ты прожила вообще так долго без гримера? Как оно без гримера работает? Вот смотри, как оно работает без гримера. Есть вопрос? Аэропорт – это место встреч и расставаний. Все, Ивлей, давай. Счастливо. Да, вот. Хотим сказать спасибо всем 156 аэропортам, которые нас принимали. Пускай на несколько часов, но каждый из них стал для нас домом. Мы приехали домой. Ярчик, а ну давай, поехали. Уходим в рот. Ты вот так вот идеально выучил русский язык через интернет? Да. Все-таки, может быть, с английским еще не все потеряно? Что ты смотрел, мультики? Да. Так, а какие? Да какие танков я смотрела. Танков. Как думаешь, они есть на английском? Бесконечно можно смотреть на 3 вещи. Как взлетает самолет, как бурлит водопад и как Настя пытается изъясниться на английском. I want to see butterfly. Ну это прошлое, Орешки. А ну и настоящее какое? Butterfly? Английский Насти стал настолько знаменит, что в его честь даже придумали выражение «Уровень английского Настя Ивлеева». Очень мягкая бет, очень белый, white белье, beautiful ковер. Сейчас мы подведем итог урока английского Насти длиною в 2 года. Let's go, как говорится. Together right now.
Когда Настя пришла на перезагрузку, у нее уже была мощная база. Она знала английский алфавит. Ага. Осталось только выучить все остальное. Wait 1 minute, please. Ой, wait. Какой wait? 1 minute, please. Вина хочется просто. Can I try him, no? Ой, touch him. So... I'm sorry, my English so bad. Попробовать бы я хотела тебя, сладкий. Чего мы только не делали. Мы привлекали лучших репетиторов. Yo, example, please. It's very hard. Устраивали практические занятия с носителями языка. Sorry, I'm very bad speak English. Sorry. Take your time. Говори по-русски. Как ты думаешь, как будет? Нет, я хочу на английском. И что же Настя запомнила из этих уроков? Вы сказали на моем практически втором родном языке. So. Под конец перезагрузки произошло чудо. Свершилось то, к чему мы так долго стремились. Настя смогла изъясниться с человеком, и он ее понял. Bonjour, капитан. My name is Anastasia. I need fishing, octopus. Octopus, yes. Spinning. Yes. Okay, we can... how much this option? Some dinner. 10 dinar. Can I go with you in your boat together? Yeah. With time? За этим успехом пришел новый. Короче, you are best of the best. How you do it, I don't know. But is it amazing, really? Еще один. Slowly, please. I'm young woman. I need to live long life. И вот Настя стала говорить целыми предложениями. Sorry, I need send me helicopter. You know, I'm in Iceland. Wait a second. I ask my operator how name is it Iceland. В некоторых странах мира Настя чувствовала себя профессором из Оксфорда. Sometimes, maybe. Was bad situation. Cars go in river or просто куда-нибудь что-нибудь. И даже выпустила свой авторский трек «The Perfect Time». Perfect time is love my sing. I want you and sing my song. Listen on, I am into hurt yourself. Perfect yo, perfect time. I see you love my yo sometime. Что она выучила английский? Что-то не так в этом. Все слова, которые она знает на английском. Настя, что ты чувствуешь после победы над английским? Nothing. Without view. Without amazing emotions. You know? You know what I mean? Yeah. Пересесть? Пересаживайся. Да с удовольствием. Меня хлебом не корми, дай пересесть. Всем приветики, пистолетики, с вами Настюшка Опасность. Кто забыл, меня зовут Настюшка Ивлеева, экей Настюшка Опасность. Где опасность? Здесь опасность. 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 Вдвое больше Настюшки и вдвое больше опасности. В психиатрии существует понятие раздвоения личности. Но это, конечно же, не о Насте. Уходим. Под конец перезагрузки мы поняли, что в ней живет не 2, а 102 личности. Настя, улыбочку. Спасибо. Начали. Настюшка спорт. Настюшка дайвер. Настюшка пикник. Настюшка биология. Настюшка рэп. Настюшка мест. Настюшка 90-й. Настюшка детский мир. Настюшка правда. Настюшка космодром. Настюшка плавниковый прикорм. Настюшка королева. Настюшка бесстрашие здесь. Анастасия мясной эксперт. Настюшка грация. Настюшка эмоции. Настюшка разоблачитель фактов. Настюшка русалка. Настюшка моряк. Настюшка
Пилот космического шаттла. Настюшка сам себе режиссер, сам себе оператор. Я вас люблю. Настюшка, любовь здесь. Но есть личность, которую мы просто обожаем. Настюшка, история. А теперь исторический блок вместе с Настюшкой Ивлеевой. На территории крепости в полуразрушенном состоянии сохранились дворцовые сооружения, вот, христианские здания и установленные дохристианские храмы. Тут музычка. Стромболи с древнегреческого переводится как «круглый», как кратер вулкана. И вообще, друзья, древние греки, древние гренки, гренки с сыром. Я, как заслуженный историк, архипелаг и археолог римских наследий, путем колоноскопии могу определить, сколько этой колонне лет. 2000. Не меньше. Инфосотка. 41-й президент Джордж Буш-старший. Буржуазный. Этот кусок мрамора, ему 1000 лет. Вы понимаете, что он уникален? Потому что он, во-первых, с улиткой, а во-вторых, он... Мрамор. Мрамор. Хабиба Бабиба. Хабиба Бибиба. Ненавижу умные подводки. На самом деле Рибат — это не название конкретной крепости. Это скорее место для этих... На самом деле Рибат — это не название определенной крепости, а название, где могут храниться... Боеприпасы. На самом деле Рибат — это не название конкретной крепости, а место, где находится... Это не место. А название места общих вооружительных сооружений. Я не буду говорить. На самом деле Рибат — это не название какой-то определенной крепости, а общее название оборонительных сооружений. А с арабского Рибат переводится как «место, где может располагаться гарнизон». Делов-то. Congratulations. Правда? Это правда? Это правильно? Что она так радуется? Так это же прекрасный тост. Все, дублей не будет. Да какой крупный История! Ух, наука! Ух, не держитесь! Хорошо, что в любой непонятной ситуации спасает Настюшка за кадр. Короче, Настюшка за кадр вам расскажет более грамотно всю эту информашку. А я просто красивая. Ну, это тоже не точно. Хотя после интервью не самый актуальный кусок. Это вырезать. Если это, кстати, войдет, серьезно говорю, монтажерам, которые сейчас это смотрят, куда-нибудь в неизданное, я вам испорчу жизнь. Уведите детей от экрана. Сейчас мы покажем вам то, что происходит с людьми, которые 2 года практически живут вместе. Хорошо. Я извиняюсь. Не хотите немножко поработать? Итак, все начинается безобидно. Режиссеры и продюсеры работают бок о бок. Сейчас как снимаются проезды машины. Вот режиссер и господи, кто я? Продюсер. Режиссеры становятся ближе к операторам. Мальчики разыгрывают сцену из «Титаника». Операторы вешают микрофон ведущей. Самая интимная часть программы. Операторы вешают петлички. Да. Будешь лапать? Нет. Нет. А ты закончила? Да, это было волшебно. Спасибо, дорогой. Я же покраснел, посмотри. А потом вдруг нужно снять шоколадный массаж. Он слепой, а мы оператор. Примерку нижнего белья. Или голую йогу
Сначала, конечно, все друг друга стесняются. Но потом они становятся ближе. А вечером зайдешь ко мне? Массажик вечерний. Массажик. Угу. Со временем появляются намеки. Ты один? Говоришь по-русски. Говоришь по-русски. Хочешь меня разгрузить? Я бы разгрузился сегодня с тобой с 2 до 4 утра. Давай, Антошка, доставай. Ну нет. Давай больше секса. И лед начинает таять. Сгореть вот тут. Посильнее? Да, надо Здесь? Да. Ой, это ты себя снимаешь, да? Ну а что, я не знаю, что ли, вас, операторов? Конечно, месяц командировки ж дает о себе знать. Потом Настюшу надо раскадровать грудь, там капля бежит рукой, потри, здесь грязно, муха села. Боже, я увидела 2 члена за один день. А чё это у нас за очаровательная попка в таких обтягивающих джинсиках? Да, мы снимаем программу. Да, он сказал, что он продюсер. Это я вообще не знаю. Пойдемте, все, Но спускаемся Женя вниз. сказал, что ему можно доверять. На следующий остаток дня я буду без трусиков. Я не шучу. Ну а как может произойти по-другому, Понеслась. если чуть ли не в каждом городе ведущим нужно раздеваться? Ребята, извините, пожалуйста, что так часто приходится светить булками. Но поверьте, это не моя инициатива, меня заставили. Конечно, это не потому, что мы такие пошлые, а только для того, чтобы показать вам мир, как он есть без купюр. Всем спасибо, съемка окончена. Ну все, Жека, я готовая. Давай. 3-й сезон. Хочу. Так, орел и решка, перезагрузка. Устраивайтесь поудобнее. Нет. Сделайте звук погромче, да. Так будет. Тетя, простите, пожалуйста. Мы снимаем. Может... Ой. Слышь, какая я тебе тетя? Ты бы лучше вместо того, чтобы там стоять, помог бы рюкзаки он. Неловко И вообще, вышло. почему, ребята, операторы, я ваши рюкзаки вожу? Съемки в Баку были такими яркими, что на их фоне казался тусклым даже комбинезон Насти. Девочки-преступницы, это горячо. Мне нравится. Впредь всегда молчи. И угадайте, что? Конечно же, у нас есть сюжет, который не поместился в программе. Есть в Азербайджане очень интересный вид спорта, который старше, чем футбол. Спорт этот необычный, связан с конями. Пойдем посмотрим. Помогите, я сейчас упаду. Ой, мамочки, меч прям по лошади ударил. Этот конный вид спорта, друзья, называется човган. Зародился он в Азербайджане где-то в раннее Средневековье. Потом однажды приехали сюда англичане качать нефть и увидели этот вид спорта. И позаимствовали, назвав его поло. На первый взгляд човган ничем не отличается от пола, но различия все же есть. Вместо подстриженной зеленой травки здесь на поле песок. Вместо маленького резинового мяча – большой кожаный. Вместо специально выведенной породы лошадей поло-пони – скакуны карабахской породы. Кстати говоря, друзья, на одной из игр в этой самой ложе сидел президент. В этом сезоне было еще больше новой музыки, которая то заводила нас до потери пульса, то пробирала до мурашек. Сегодня мы составили список новых, лучших треков перезагрузки.
4 место мы отдали треку, с помощью которого получилось передать атмосферу солнечного и гостеприимного Тбилиси. Нахожусь в неком удивлении и даже восхищении. Бронза досталась композиции, которая перенесла нас на Сицилии в старое доброе итальянское кино. Che cosa fare per cancellare ogni traccia di te? In quello sguardo potrei morire. C'era l'oceano, la luna, le stelle per me. Твердое 2 место досталось треку «Нуклеар», который с неожиданной стороны раскрыл шумный и немного дикий Варанаси. На 1 месте главная тема финального выпуска «Перезагрузки». Она настолько идеально слилась с лазурью Сейшел, что об этом даже говорить не хочется. Здесь нужно просто смотреть, слушать и наслаждаться красотой нашей планеты. Incredible. Но и если вы заметили, мои любознательные, то в Монголии практически нет котов. Кочевники не... Для вас! Но как мы можем не подытожить творческие успехи Насти в ее музыкальном стиле бредопоп? Лес лесной, я весной. С гномом сижу, великана жду. Твои ляжки уже не монашки, от твоих ног покажем мурашки. Баобаб, большой баобаб, я к тебе приведу много баб. Они будут просить тебя дать им сильного мужичка. На свежие треки Настю вдохновляло все. Новые города и страны. Это Узбекистан. Я к тебе пристал. Ереван. Все силы я тебе отдам. Эх, Анталия, Анталия, и была толстой Наталья, похудеть не успела к лету, сожри еще котлету. Настя посвящала песни новому ведущему. Локон твой теребить не хотелось бы мне так долго, как я тереблю его. Это первая песня в моей жизни, которую посвятили мне. Досталось и новому режиссеру.
Твои жирные складки ничего не спрячет, твои жирные ляжки ничего не спрячет. Операторы уже давно привыкли к порциям бредопопа. Старый мальчик, оператор с крупным объективом, крутит, не накрутит. Эксонячек, эксоняк, ты себя не уберег, с целлюлитной бабы ты зажег. Но самый любимый источник вдохновения Насти никогда не угадаете. Голуби. Голуби крылатые летят над крышами. Ястребы и голуби, я вам сильно рад. Крылышками машите, вы перо свое отложите в ящичек. Я потом воспользуюсь услугами. Димасик Даймонд, Настюшка Опасность, Голубиная ферма. Голубиная ферма. Голубиная ферма. И у голубя жена ему не верна. Голубь пришел к ней домой, сказал: ты что творишь, голубина? Давай поднимайся. Она поднялась, и он увидел яйцо. Не свое. Так что скоро встречайте во всех чартах альбом «Голубиная ферма голубиная». Однажды Евсей решил пойти по стопам Насти. I don't speak Chinese. Живи дан чуни де синтажен, жиншен, жижилен. Thank you. Но у него ничего не получилось. Это не вставляем. Тогда Евсей понял, что его фишка — это танцы. Боже, как он это делает! Время для рыцарских танцев. У меня золотая карта. Но, оказалось, и тут он зашел на чужую территорию. Что тебе? Ой! Так, давай без танцев. Танцую в этой программе только я. Пою песни только я, и на плохом английском разговариваю только я. А я тоже пел. Плохо. Очень плохо. Почему ты воруешь мой контент? Объясни мне. И мы летели сюда целых 2 дня, друзья. И, наконец, мы здесь. На Мадагаскаре! Громко было. Еще раз давай сделаем, Давай, потому что я должна ласкать на острове Лемур. Да, да. Я не должен был делать так. В одной из последних серий перезагрузки мы побывали в удивительном и труднодоступном месте на острове Мадагаскар. Это путешествие стало одним из самых удивительных в 3-м сезоне. Мы летели 2 суток. Полет наконец подошел к концу, друзья. Еще сутки потребовались, чтобы добраться на место съемок. Что еще? Тут нужно бицепс сделать большой. Большой бицепс. Потом группы разъехались и сутки напролет снимали, не выключая камеру. И в результате привезли столько материала, что выпуск должен был получиться не 45 минут, а все 90. Спасибо, что есть неизданное, в котором мы можем показать все то, что нам пришлось вырезать из эфирной версии программы. Тихо, тихо. Общий. Общий. Мы не успели рассказать вам, какое на вкус мясо горбатой коровы зебу, национального животного Мадагаскара. Как говорится, корова, она и в Африке корова. И несмотря на то, что на Мадагаскаре зебу – это священное животное, здесь его едят, используют как общественный транспорт. В общем, обращаются совсем не как со священным животным. Все-таки есть Африка, на которую смотреть не хочется. Мы не успели показать вам, как живут местные в рыбацкой деревне Бетания.
Итак, по какой же схеме живет эта рыбацкая деревушка? Мужчины 2 раза в день выходят в море на рыбалку, а их жены ждут их на берегу. Потом они все вместе сортируют улов, и женщины идут продавать его на рынок. Простой и незамысловатый образ жизни, который сложился, наверное, десятками поколений. Обычно рыбаки занимаются постройкой фиары в свободное от рыбалки время, но если заниматься только этим, то такую можно закончить за неделю-2. А это называется муланга, и в отличие от фиары, она делается из одного цельного куска древесины. Кстати, очень плотного и довольно легкого. Она вообще ничего не весит. Олег, помоги. Оп. Да мы вдвоем ее можем поднять и унести. Сколько раз видел рыболовецкую сетку, но никогда даже не задумывался, как она делается. Дети играют как будто бы в обычного дурака. То есть они положили козырь, колоду, размешали. Даже есть бита, хотя они только начали играть. Но на самом деле они просто перекидывают карты друг другу, потому что увидели это у каких-нибудь туристов. У Евсея не поместился важный совет. Не разбегайтесь сразу после захода солнца, как все туристы, потому что только через 20 минут после заката солнце начинает рисовать такими вот волшебными красками, и получается классическая Африка с картинок. В программу не влез сюжет о том, как вечером отдыхают местные жители Мадагаскара. А происходит это очень интересно. Все собираются в ямайском пабе, девушки надевают свои самые вызывающие наряды, мужчины для смелости выпивают пару-тройку рюмок рома. This is rum? Domestic? Ребят, кажется, это домашний ром. Я просто обязан попробовать. Надо еще. Потом начинается музыка, танцы. И вдруг незаметно все разбредаются по парам. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Better be yes. Yes, sir. Let me say. Yeah, it doesn't matter. Если ты турист, у которого много денег, а по местным меркам $100, это 3-месячная зарплата на Мадагаскаре, то от девчонок не будет отбоя. Потом, само собой, ты ведешь их в ночной клуб. Конечно, вечер мог бы закончиться по-другому, но Евсею нужно было спешить к Насте. Самым волнительным, самым слезливым получился финальный выпуск перезагрузки на Сейшелах. Плакали камеры, плакали ведущие. Мы перезагрузили 80 стран и городов. Мы увидели новые, невиданные красоты. Ты это видишь? Встретили новых, интересных людей. Столкнулись с новыми препятствиями. Завтра же увольняюсь. Тихо, тихо, тихо! И совершили новые подвиги. Этот сезон был не только о путешествиях, но и о дружбе. Уникальное путешествие длиной в 2 года. Мы тебя тоже очень любим. Мы увидели, как наш мир меняется. Стоп, стоп, стоп! И как мы меняемся вместе с ним. Не надо, пожалуйста. Все, братишка, беги, обещай, что ты будешь самым счастливым. Перезагрузка доказала, что 2 одинаковых путешествий не бывает. Это уникально. Потому что в этом проекте ты ломаешь себя. Ты становишься сильнее. И не сдаешься. И
Это было потрясающе. Я вас очень люблю. Пока. Вот теперь уже точно все. Перезагрузка объявляется закрытой.